Всем привет! Данное видео будет полезно начинающим водномоторникам. Обсудим некоторые самые часто задаваемые технические вопросы и покажем те нюансы, которые чаще всего интересуют тех, кто только купил новый лодочный мотор. До рыбалки и до открытой воды еще далеко, но хочется все обсмотреть, где-то покрутить, повертеть, и из-за этого возникают вопросы. Моторы Tohatsu здесь выстроены не потому, что они чаще всего ломаются, а просто они мне нравятся. Вообще, по статистике наших видео нельзя сказать, какие моторы ломаются чаще, какие лучше, надежнее. Например, нас спрашивают, почему на ремонте у вас нет Хонд. На самом деле некоторые моторы могут быть не на ремонте, а просто на техническом обслуживании. Некоторые моторы могут вообще к нам не привозить, или мы их просто не снимаем. И это не значит, что в них что-то не ломается. Начинаем с самых популярных вопросов. Почему не включается задняя передача? Включил передачу вперед, включил нейтраль, а заднюю не могу. Что же делать? На самом деле мотор не сломан. Просто нужно чуть-чуть провернуть винт, и передача включится. Либо делать это нужно на запущенном моторе, так как при запуске мотора начинает вращаться вертикальный вал, и после этого вы сможете включить свободно заднюю передачу. Все дело в том, что храповик, который находится на гребном валу, при включении задней передачи пытается зайти в зацепление с шестеренкой заднего хода. Если зубья не совпали, мы не сможем включить заднюю передачу до тех пор, пока не провернем либо гребной вал, либо маховик. Стоит только провернуть, задняя передача включается без проблем. Следующий вопрос — это люфт гребного вала. Почему у меня на моторе люфт вверх-вниз, вперед-назад, а у соседа, у которого Yamaha, у него вообще нет люфта? Или наоборот, у него люфт еще больше. На каждом лодочном моторе люфт может быть свой. Поэтому не надо сравнивать одну модель с другой. Также при включении передачи винт в одну сторону не крутится, а в другую может происходить следующее. Что-то щелкает в редукторе, и почему-то винт проворачивается. В чем же проблема? Когда вы от скуки начинаете вращать гребной винт при включенной передаче, вот что происходит в редукторе. Вот откуда идут эти щелчки. При запуске мотора и при включении передачи шестеренка передает вращение на гребной вал. Но если мы начинаем вращать гребной вал в другую сторону, то получаются проскоки храповика. Это не поломка, это конструктивная особенность. На некоторых моторах щелчки могут быть, на некоторых могут и не быть. Следующая проблема — это лодочный мотор заклинил. Новый мотор, а он уже заклинил. Что делать? Забыли включить нейтральную передачу. При запуске мотора всегда проверяйте включение нейтральной передачи, так как на многих моторах присутствует защита от запуска мотора при включенной передаче. То есть срабатывает блокировка при передней или при задней передаче. На каждом моторе она устроена по-своему. И эта защита не позволяет провернуть мотор, точнее, мотор-то проворачивается, а вот не работает ручной стартер. При покупке нового мотора советуем читать инструкцию, которая идет в комплекте. Там очень много интересной информации, как правильно запускать мотор, чтобы не дергать его по 100 раз. Во-первых, это установить чеку безопасности на кнопку, иначе без чеки мотор не запустится. Если мотор холодный, то закрыть воздушную заслонку. Если мотор прогретый, заслонку не трогать. Поэтому читайте все нюансы. Следующий момент — это переключение передач вперед, либо назад, с каким-то скрежетом, с каким-то рокотом или со стуком. Во-первых, переключать передачи нужно только на минимальных оборотах. Если обороты будут завышены, то переключение передач будет сопровождаться стуком или толчком. Во-вторых,
Переключать передачи нужно резко. Если делать это плавно, то возникает такой эффект. Такой рокот возникает из-за того, что храповик пытается войти в зацепление с шестеренкой. При включении задней передачи на любом лодочном моторе допустим кратковременный скрежет. Для того, чтобы продлить жизнь ручному стартеру, следует правильно запускать мотор. Нужно сначала выбрать свободный ход до зацепления, а затем тянуть со всей силы и запускать двигатель. Но нельзя сразу брать и дергать за шнур, потому что механизм зацепления не рассчитан на удары. И при таком использовании рано или поздно он у вас выйдет из строя. Даже если поздно, то все равно намного раньше, чем при правильном использовании. Что касается запуска мотора. Не рекомендуется запускать лодочный мотор, если его нога, то есть Deadwood, не погружен в воду до соответствующего уровня. На каждом лодочном моторе есть места, где поступает охлаждающая вода, то есть это окна для забора воды. В данном случае на Tohatsu 9.8 и на многих моторах они находятся здесь. Также они могут находиться и в этом месте под антикавитационной пластиной снизу. И многие думают, что если эти окна находятся в воде, то этого достаточно для запуска мотора, например, в ведре или где-то еще. Но этого недостаточно. При первом запуске водяная помпа, которая поднимает воду до двигателя, она находится здесь, и при первом запуске она должна быть смочена водой, то есть она должна быть полностью погружена в воду. Если водяная помпа в идеальном состоянии, она может закачать воду даже при низком уровне воды. Но если в помпе присутствуют какие-либо дефекты, повреждения, выработка, передавливание газами или подсос воздуха, помпа может не закачать воду, она будет работать на сухую, что очень сильно сказывается на ее ресурсе. На нашем канале очень много видео об устройстве системы охлаждения лодочных моторов, о ее неисправностях и о ремонте. Поэтому сейчас об этом подробно говорить не будем. Но один из самых интересных вопросов — это что если заменить резиновую крыльчатку на металлическую или пластмассовую, для того, чтобы можно было запускать мотор без воды, чтобы крыльчатки не горели, не изнашивались и так далее. Дело в том, что при работе лопасти крыльчатки постоянно изгибаются, и это является одной из важных особенностей работы водяной помпы. Причем крыльчатка в помпе даже стоит не по центру, а эксцентриком. Кстати, вот надрывы на лопастях. Профилактика водяной помпы позволяет предотвратить отрывание лопастей, попадание кусочков резины в каналы охлаждения, потому что даже при замене крыльчатки охлаждение может быть плохим, потому что кусок резины может перекрывать канал охлаждения. Запуск на сухую может привести к таким последствиям: отрывание лопастей, если после зимнего хранения крыльчатку прихватило к стакану помпы. К таким последствиям, когда лопасти крыльчатки начинают подгорать. Для сравнения, новая крыльчатка, подгоревшая крыльчатка. Такая крыльчатка не способна нормально качать воду, сильно падает производительность помпы. На высоких оборотах еще более-менее что-то может работать, но на холостых она уже не будет подавать воду до двигателя. Что касается водяного охлаждения, на каждом лодочном моторе имеется отверстие, из которого выходит вода под давлением. Это визуальный контроль охлаждения или просто контролька. Контролька дает нам понять, что в системе охлаждения присутствует давление, то есть водяная помпа закачивает воду, в двигателе образуется давление. Если в системе охлаждения установлен термостат, то давление в системе будет еще больше, контролька будет работать еще лучше. Так вот, контролька показывает нам только то, что в системе имеется давление воды. Но если по какой-то причине каналы охлаждения будут забиты грязью, песком,
лопастями от крыльчатки или солью, если мотор долго не промывался после морской воды, а также коррозией. В таком случае контролька все равно будет работать, но двигатель будет перегреваться. Либо если будет забит канал слива воды, вода не будет сливаться, она будет нагреваться, в итоге перегрев. Если термостат заклинит в закрытом положении, контролька все равно будет работать, но двигатель будет перегреваться, так как термостат не пропустит воду в головку блока цилиндров. Регулярное обслуживание лодочного мотора, проверка термостата, промывка системы охлаждения исключают все возможные проблемы по максимуму. Маленькое отверстие контрольки может иногда забиваться грязью или песком. Владелец, видя, что пропадает струя, ее нет, в панике начинает вести мотор в сервис, говорит, что не работает охлаждение. На самом деле двигатель не перегревается. Если потрогать рукой, то он охлаждается. Нужно просто взять какую-нибудь проволоку и почистить это отверстие. После этого вода должна пойти под нормальным напором. Но если это не помогает, на некоторых моторах до контрольки от блока цилиндров может идти шланчик. Так вот, этот шланчик нужно откинуть. Отсюда польется вода, а сам шланчик нужно будет просто продуть. Затем надеть шланчик обратно на свое место. Кстати, контролька – это не слив воды из системы охлаждения. Это лишь ее малая часть, которая выходит под давлением. Основной слив идет в ногу вместе с выхлопом и выходит либо через винт, либо через специальное выхлопное отверстие над винтом, в зависимости от конструкции, модели, года выпуска лодочного мотора. Нормально ли то, что при запуске мотора контролька начинает идти не сразу, а через некоторое время? Это нормально, потому что при запуске мотора вода должна пройти определенный путь по каналам охлаждения до отверстия контрольки, в зависимости от того, где конструктивно она предусмотрена. То есть контролька может быть как в самом начале пути перед двигателем, так и на сливе. Везде по-разному. Проверяйте, чтобы окна забора воды были всегда открытыми, потому что бывает, что они забиваются всякими водорослями, травой, или же на ходу можно запросто поймать пакет, который перекроет подачу воды. При запуске лодочного мотора на сухую, без воды, с двигателем абсолютно ничего не случится. Двигатель не перегреется, а перегреется сама водяная помпа, что в дальнейшем приведет к проблемам с охлаждением. Для замены масла в редукторе лодочный мотор должен находиться в вертикальном положении. Откручивается верхний винт, который называется Oil Level, и откручивается нижний винт, который является не только сливным, но и заливным, потому что масло в редуктор лодочного мотора заливается через низ. Масло заливается до тех пор, пока из верхнего отверстия оно не польется, тем самым вытесняя весь воздух из редуктора. На каждом лодочном моторе расположение этих винтов может быть разное. Называться они могут также по-разному, поэтому читайте инструкцию и ищите, изучайте, для чего какой винт служит. Потому что здесь рядом винт, который называется wash. Он нужен для промывки системы охлаждения, то есть сюда подается вода под давлением. Можно запускать мотор, не опуская его в емкость с водой, а просто подавая сюда воду. И был случай, когда нам рассказывал человек, что он открутил один из этих винтов, но он оказался не промывочным, а винтом для масла. Так он подал туда воду под давлением, и весь редуктор был полон воды. После этого он, конечно же, слил всю воду с маслом и больше так уже не делает. Что касается масла в редукторе, если вы обнаружили черную лужу, которая льется отсюда, со стыка редуктора и ноги, стык редуктора и Дейтвуда, или где-то еще из каких-либо отверстий,
Сравните это масло с тем маслом, которое залито в редукторе. Скорее всего, у вас мотор двухтактный, и скорее всего, это масло, которое под редуктором, оно у вас с выхлопа. И скорее всего, мотор находится на обкатке. Если мотор проходит обкатку, то лужа масла под мотором – это нормальное явление. Однако, если мотор уже давно обкатан, и вы обнаружили, что течет масло с винта или где-то еще, но это масло не с редуктора, а именно другое, с выхлопа, значит, по какой-то причине не полностью сгорает топливо. Значит, нужно как минимум заменить свечи. Иногда спрашивают, почему лодочный мотор во время работы трясется. Особенно одноцилиндровый. Ну, во-первых, мотор никогда не будет работать ровно, как будто он не заведен. В любом случае, тряска – это нормальное явление, особенно для двухтактного и особенно для одноцилиндрового. Двухтактный лодочный мотор транспортируется на любом боку, кроме тех мест, где это может вызвать повреждение каких-либо деталей, например, ручка переключения передач, она пластмассовая, на нее ложить не рекомендуется. А так, для транспортировки имеются специальные ножки на каждом лодочном моторе. И обычно транспортировка осуществляется на румпеле. Четырехтактный мотор транспортируется на одном единственном боку, если у него в конструкции не заложена такая особенность, как непроливайка. То есть его можно ложить на любой бок. Но обычно указывается, на какой бок допустимо класть при транспортировке. Можно ли увеличить мощность моего четырехсильного китайчонка? Вот совсем чуть-чуть не хватает мощности, еще бы пару лошадок и было бы вообще шикарно. Я же слышал, что мощность лодочного мотора можно увеличить. Нет, ни четырехсильного, ни шестисильного китайчонка, ни 15-сильного нельзя увеличить мощность лодочного мотора, особенно китайского. Китайские лодочные моторы уже идут раздушенные, там нет ограничений, там есть только сбитые заводские настройки, которые не позволяют развивать полную мощность. Настраиваете мотор, и он у вас более-менее поедет, если, конечно, он не слабый для вашей лодки. А то некоторые спрашивают, причем часто, можно ли увеличить мощность моего пятисильного китайца хотя бы до 10 сил, хотя бы до 10. Если я на свой пятисильный или восьмисильный мотор установлю винт А9,9, он у меня поедет как 9,9? Да, конечно, без проблем. Вот, так гораздо лучше. Или, что уж мелочиться-то. Вот так. Вот, нормально. А если еще к маховику приделать лопасти, как у вертолета, то можно будет взлетать как птица. А если поменять колеса на своей машине и поставить колеса от Формулы-1, то до места рыбалки можно будет ехать гораздо быстрее. Для каждой модели лодочного мотора существуют свои гребные винты, которые отличаются по шагу. Для подбора оптимального гребного винта нужно купить тахометр, смотреть обороты и менять винты при необходимости. Для этого нужно ознакомиться с информацией о подборе гребного винта. Часто спрашивают, а для чего в карбюраторе установлена резиновая заглушка? Может быть, если ее убрать, то увеличится мощность? Ну, если хотите, чтобы у вас на лодочном моторе не было холостых оборотов, можете ее выкинуть. Если карбюратор лодочного мотора переливает при подкачивании грушей, не нужно затыкать те отверстия, из которых льется бензин. Нужно разбирать карбюратор и чистить его, либо менять игольчатый клапан, ремкомплект и так далее, в зависимости от причины перелива. А также не нужно садить резиновое уплотнение в карбюраторе на герметик, потому что в итоге этот герметик окажется в жиклерах и мотор работать перестанет. Если из карбюратора начал течь бензин, в первую очередь нужно перекрыть подачу топлива в карбюратор. Если это внешний бак, то отключается топливный коннектор. Если это внутренний бак, то перекрывается топливный краник. После этого нужно пытаться запускать мотор, но не трогать воздушную заслонку, она должна быть открыта. После того, как мотор кое-как запустится, его нужно прогазовать, чтобы он
прочихался и выплюнул лишний бензин. В это время можно аккуратно по карбюратору стучать каким-нибудь инструментом для того, чтобы игольчатый клапан встал на свое место, если вдруг его перекосило или он заклинил. Нужно дать двигателю выработать весь бензин из карбюратора, вплоть до его полной остановки. Затем, когда двигатель заглохнет, нужно опять вернуть подачу топлива и посмотреть, будет ли снова течь бензин. Бывает так, что в карбюратор попадает грязь. Маленькие песчинки или соринки могут попасть в топливные жиклеры. Двигатель будет работать некорректно, либо вообще перестанет запускаться. Так вот, если на воде вдруг в топливные жиклеры попала грязь, можно дойти до берега, если чуть-чуть перекрыть воздушную заслонку, примерно наполовину, может быть чуть меньше. На лодочном моторе не предусмотрен воздушный фильтр, но не нужно вырезать какие-то куски поролона и устанавливать их перед карбюратором, так как это снизит объем воздуха, который должен проходить через диффузор карбюратора. Ну и в завершении самые популярные вопросы, которые больше всего интересуют наших зрителей, подписчиков. Какой синей смазкой вы пользуетесь? Вот такой. Пользуйтесь любой смазкой, какая вам нравится, лишь бы она была хорошая. Как с вами связаться? Для связи с нами перейдите в раздел «О канале». Там вы найдете номера телефонов. Только учитывайте часовые пояса. У нас часовой пояс по времени Владивостока. Консультация у нас платная, совет бесплатный. Мы всем советуем записаться на консультацию. Всем хорошего настроения, всем удачи на воде и всем пока.